Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас по плану аппаратный маникюр, а также дизайн ко Дню Святого Валентина. Если вам интересно, присоединяйтесь, а с вами я, Миронова Виктория. Сегодня в работе буду использовать материалы от торговой марки Nails Molecula. В одном из предыдущих видео я вас уже знакомила с продукцией этой торговой марки, а сегодня более подробно расскажу о гель-лаках этой фирмы. Палитра Nails Molecula очень разнообразная, есть очень много разных цветников. Все гель-лаки разной консистенции, есть как и плотные, так и более жидкие, но цвета все очень красивые. Также в линейке этой торговой марки имеется очень много разных дизайнов для ногтей. Если вам интересно, я оставлю ссылку на сайт в описании. Познакомив вас с продукцией, могу приступать к работе. Спустя 2,5 недели мы будем переделывать дизайн. Начинаю с того, что щипцами пытаюсь достать стразы. Как видите, мне это не сразу удается. Разобравшись с стразами, могу приступать к снятию старого покрытия. Для этого использую твердосплавную фрезу с зеленым маркером. В прошлый раз в своей работе я использовала камуфлирующую базу. Сейчас стараюсь ее снять до тоненькой подложки. Скорость вращения насадки 35 тысяч оборотов. Работает мой аппарат в режиме форвард. Обычно для снятия старого материала использую более объемную фрезу, но сегодня под руку мне попала именно эта насадка, поэтому и использую ее. Минусом этой фрезы является то, что на снятие уходит чуть-чуть больше времени, чем обычно. Моя клиентка сегодня попросила длину не убирать, поэтому просто пилочкой корректирую форму. Этой же пилкой, ее абразивность 240 грит, я прохожусь по поверхности ногтевой пластины. Таким образом, я сглаживаю все неровности, которые остались после снятия старого материала. Я пушером отодвигаю кутикулу, как видите, за 2,5 недели она не так уж сильно и заросла. Использую топорик для того, чтобы из складки вычистить птериги. У моей клиентки достаточно сухая кожа рук, поэтому последнее время мы делаем только аппаратный маникюр. Сегодня работаю с фрезой пламя с острым носиком, ее объем 2,3. Сначала на форварде вычищаю одну сторону от птеригия, затем переключаю аппарат на реверс и работаю с другой стороной. Вычистив птеригий, этой же фрезой на этом же режиме отжимаю кутикулу. Когда кутикула стоит заборчиком, могу бафиком пройтись по ногтевой пластине. Осталось снять омертвевшую кожу, и маникюр будет готов. Для этого использую шарик с красным абразивом. Скорость вращения фрезы сейчас примерно 5-7 тысяч оборотов. Работаю в режиме форвард. Когда с пыльной частью окончено, приступаю к покрытию. Но перед этим мне нужно подготовить ногтевую пластину. Изначально я наношу Nail Prep, это дегидратор, он выводит лишнюю влагу из ногтевой пластины. Затем использую Ultra Bond, бескислотный праймер. Когда праймер подсох на воздухе, могу приступать к нанесению базового покрытия. В Nails Molecula есть две прозрачных базы. Я сегодня использую каучуковую. Эта база имеет очень приятную консистенцию, она не густая, что позволяет быстро выравнивать ногтевую пластину. Чтобы база хорошо легла возле боковых валиков, я использую тонкую кисть. За основной цвет моя клиентка выбрала нежно-розовый оттенок с мелким шиммером. Пушером отодвигаю кутикулу и тонким слоем наношу гель-лак. Этим оттенком мы перекрываем все ногти, кроме безымянного. Безымянный ноготь мы перекрываем белым оттенком. Как видите, он достаточно плотен, и можно даже крыть в один слой. Розовый оттенок я перекрываю глянцевым топом, а вот белый перекрываю матовым топом. После того, как топ полностью заполимеризовался в лампе, приступаю к дизайну.
А для него я сегодня буду использовать 3D гель-пасту белого цвета. Это паста без липкости, поэтому ее можно не перекрывать топом, она будет отлично носиться. С помощью тонкой кисти рисую сердечко, вензельки, разные полосочки, чтобы в конечном результате получился нежный ажур. Краску наношу достаточно плотным слоем, чтобы получился рельеф. За счет этого дизайн будет очень нежным, но в то же время интересным. После того, как нарисовала последнюю линию, отправляю руку в лампу. Как видите, я не делала промежуточную просушку. Эта гель-паста очень плотная и отлично стоит на месте. Конечно, можно было бы и так уже оставить наш дизайн, но нам захотелось добавить еще немного блестяшки. Для этой цели буду использовать специальную базу для фольги. С помощью этой кисти наношу базу внутрь большого сердца. Отправляю наш ноготь в лампу, чтобы база заполимеризовалась. Достав руку из лампы, отпечатываю серебряную фольгу. Затем перекрываю наше сердце сначала базой для того, чтобы закрепить хорошенько фольгу, чтобы она никуда не поделась во время носки. Когда база подсохла в лампе, перекрываю еще топом без липкости. С помощью белой гель-пасты добавляю еще несколько элементов. Это контур сердца, чтобы дизайн был более четким, а также внутри нашего большого сердечка рисую еще маленькое. После полной полимеризации гель-пасты в лампе наш дизайн готов. Вот такой нежный дизайн у нас сегодня получился. На одной руке мы добавили серебряное сердечко, а вот на второй у нас дизайн остался без серебряного сердца. Пишите в комментариях, какая ручка вам понравилась больше, с фольгой или без. Надеюсь, сегодняшнее видео было полезно для вас. А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. At all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you